Да, запускается везде. Это хорошо. Так, вроде бы все хорошо. Сегодня я ночью слушал. Сейчас же новые эти шахеды, новая версия. Они когда заходят на пикирование, на взрыв, они меняют звук. Знаете, как в свое время Мессершмитты, они ставили специальные такие штуки, когда и звук Мессершмитта все знают там по фильмам, по тех, кто пережил Вторую мировую, они четко знают звук, когда Мессершмитт заходит на бомбардировку. Теперь шахеды, они тоже меняют звук. Конечно, не такой мощный, как у Мессершмитта, ну, как русские рукожопы, но что смогли, то и сделали. Но зато теперь понятно, что он идет на пикирование и будет взрыв. То есть там, секунду упасть на пол. Ну, в общем, неприятное такое это зрелище. Ну, в смысле, звук такой противненький. Так, ну ладно, я Это не об этом. Юнкерс. Это Юнкерс был, не Юнкерсы, Мессершмитт. да, не Мессершмитт, а Юнкерсы были, да. Бомбардировщики. Ну вот теперь шахеды, они тоже меняют звук. Зато, с другой стороны, удобно. Когда он пролетает мимо, ты понимаешь, что он мимо летит. А когда уже заходит на пике, уже понятно, что все, падаем на землю. Ну, как-то так. Ладно, я не об этом, это я так. Пока он у нас запускалось, вспомнил неожиданно. Итак, у нас сегодня суббота, 3 мая, 11 утра. И раз суббота и утро, значит, мне ничего не остается, как сказать, шалом секта, Анкап Акбар. И мы начинаем сегодняшний традиционный субботний эфир с Владимиром Золотаревым. Начнем мы с вопроса, который вчера у нас возник. У нас был стрим с Чернышевым, и люди задали вопрос, хотя написали, что скорее всего это вопросы Владимиру Золотареву. Поэтому я пообещал начать с вопросов, которые задавали вчера, и переадресовать их Владимиру Золотареву. Так, вот они. И вопрос такой объемный получается. Здравствуйте. При отсутствии государства как снизить риски невыполнения решения судов? Искусственный интеллект ссылается на исторические примеры, что впоследствии это приводит к постоянным войнам. Были примеры Ирландии и Исландии, и там возникали постоянные войны, что в конечном итоге приводило к захвату этих территорий. Ну, так это искусственный интеллект такой, он не такое расскажет. Никогда не надо его использовать в качестве ответчика, да, то есть это просто раз и навсегда надо понять, что искусственный интеллект — это есть громкие слова, не отвечающие реальности, то есть это просто Т9 на стероидах, то есть это все эти языковые модели, он просто, ну, грубо говоря, совсем грубо, конечно, меня знавцы этого дела поправят, но тем не менее суть сводится к тому, что он угадывает следующее слово в предложении. Вот. Так же, как это делает этот ненавидимый горячо всеми Т9, который иногда очень трудно, так сказать, выбить из программы, из многих, где он вшит так, что проще переписать эту программу заново. Вот. Потому что он мешает жить. Вот, значит, этот самый искусственный интеллект, он по такому же принципу состоит, и в зависимости от количества, так сказать, анализируемого текста, то есть он выдает, ну, достаточно более-менее правдоподобный ответ. То есть идея, в общем-то, и состояла в том, что, собственно, прорыв был в том, что не в появлении там чата ГПТ, а в появлении как бы сложных алгоритмов, но они там отрицают, что это алгоритмы, но мы для простоты будем говорить, что алгоритмы, которые позволяют машинам учиться. Вот это да, это прорыв. То есть большой объем данных, анализировать специфическим образом и так далее. Вот. А не просто загружать, как это раньше было, то есть данные, с которыми дальше уже там пользователь это самое что-то делает. Вот. И вот чем больше вы загрузите, тем более правдоподобнее выглядит как бы ответ искусственного интеллекта. Он анализирует газету «Правда», и, соответственно, по газете «Правда», которая составляет большинство того текста, который в него влили, он и дает эти ответы. Вот и все. Поэтому он не думает о том, что а как бы оно там было бы, чего-то. Он пишет уже готовый ответ. В этом проблема искусственного интеллекта. Вот. В том, что он, собственно говоря, новых смыслов не генерирует. Вот. И, в принципе, не может. Да? То есть вы можете, на самом деле, увидеть в нем, в его ответах какие-то подсказки для себя. Да, это так.
В этом смысле это мощный инструмент, вот, который позволяет, ну, людям очень сильно как бы вот, продвинуться вперед, там очень сильно, значит, может как бы облегчить их жизнь, но тем не менее, как самостоятельный какой-то советчик, думатель, да, думатель, он это, это не то, да, то есть это, ну, как бы не то. Вам лучше посоветует кто-то, кто даже не знает никаких исторических прецедентов, но просто подумает головой над этим. Но, возвращаясь к прецедентам, они не верны, они ошибочны. То есть это не было этого ничего. То есть, что касается Исландии, там проблема была в другом. Вот, там проблема состояла в том, что именно как раз, кстати говоря, в элементах этатистского, скажем так, права состояла исландская проблема. Именно в наличии у них некой конституции. Да. Там были так называемые реформы Ньялов, в ходе которых был проведен, так сказать, учет и контроль. Страна поделена там на 4 четверти, там в каждой четверти по 3 тинга, там я уже не помню, там как дальше. В общем, в каждом тинге, значит, определенное количество этих годи, то есть этих судей. Вот. Потому что Исландия была, ну, как бы критархия. То есть традиционно анархии предстают в виде критархии, то есть там, где власть основная находится в руках судей. Но судьи это как бы люди, которые не имеют другой власти, что важно понимать, то есть политической власти у них нет. Вот она, но в республиках и в такого рода, так сказать, обществах она существует отдельно, так же как в Риме, например, да, вот, где только некоторые судебные процессы там проходили при стечении всего народа, как правило, там убийства так и так далее, но это были скорее там исключения. Вот. Так вот, так сказать, говоря об Исландии, они просто поделили страну между заданным количеством этих годий, да, то есть их в итоге получилось 36, ну, потом их было там немного больше, там еще были какие-то там, это не важно, но в любом случае это количество было фиксировано, да, то есть это уже таким образом они создали как бы своего рода мелкие олигархии, да, то есть поделили рыночек таким образом, и больше этих годий быть не могло, тем самым они как бы конкуренцию между ними за своих последователей сильно уменьшили. Вот, потому что особенность исландской системы была как раз в том, что вот эти годи имеют, то есть они имеют своих последователей, потому что они играли и функцию жрецов сразу, вот. И именно вот эти последователи, для этих последователей они являются судьями. Вот. И поэтому годи могли как бы конкурировать друг с другом за вот этих самых последователей, чем, ну, как бы качество права, которое, значит, они там правили, да, оно поддерживалось на хорошем уровне. Вот. Когда конкуренция это уменьшилась, то есть их стало там заданное количество, вот, естественно, пошли и уже там всякого рода злоупотребления, олигархии разные возникли, вот, на этом поле. Мало того, там завелось еще на беду как бы христианство, и эти годи быстренько перебежали и стали священниками христианскими. А там уже дальше идет у нас что? Там у нас дальше идет налог церковный, вот, десятина пресловутая. То есть они уже стали получать, жить за счет этого налога, им не надо было заботиться о качестве своего правосудия. Вот, собственно говоря, это причина, так сказать, краха вот этой вот исландской модели, да. На самом деле не краха, но там долго потом вошкалось как бы уже в рамках Норвегии, вот, потому что они потом присягнули норвежскому королю. Вот, но все эти междоусобицы, о которых пишут нам саги, значит, это, ну, вещи, ну, да, это реальные, но они как бы не являлись большой проблемой, потому что, ну, там разные хитрые люди, типа Дэвида Фридмана, они там сели, значит, и подсчитали, допустим, грубо говоря, уровень преступности в Исландии того времени по сагам. Дело в том, что, ну, саги, они как бы долгое время были споры, считать ли их там историческими документами или нет. Потом таки решили, что таки да, их можно использовать как исторические документы. Вот. Понятно, что там намешано всего, там мифологии вместе. Ну, собственно говоря, это отражает сознание тех людей, да, где это действительно в реальности у них было перемешано много, значит, мифов, да, с реальностью они так жили.
они так видели этот мир. Так вот, особенность всех саг состоит в том, что жертвы там все названы поименно. То есть там нет безымянных жертв. Вот. И вот эти все, значит, кровавые мести и так далее, то есть можно посчитать, сколько человек было убито в ходе там того-то и того-то за какой-то период времени. Вот. И, ну, и прикинуть, что, наверное, это не единственный случай, то есть сделать все вот эти вот математические как бы допущения и посчитать, и оказывается, что уровень преступности был совсем не выше, чем он сегодня есть, там, допустим, где-нибудь там в каких-нибудь не самых преступных там регионах штатов. Я уже не помню, на что там ссылается именно Фридман, когда он анализирует уровень преступности в Исландии, на какой именно штат и так далее. Вот. То есть не было там ничего такого сверхъестественного, да. Вот. Если уже возвращаться именно к судебной системе, да, то есть якобы к неисполнению решений, ну, так она была построена очень просто, да, и в принципе, и работала, да, то есть, опять-таки, ее же никто не придумал, то есть, такая система существует не только в Исландии, но и в большинстве других обществ, где действует обычное право, оно каким-то волшебным образом, да, для вот этатистов, оно всегда одинаковое в своей сути. Одинаковое в своей сути, то есть везде существует такая штука, как остракизм, вот, везде существует такая штука, как признание вне закона, да, там, того, кто отказывается там, исполнять, допустим, решение суда злостно, ну вот, особенно если оно касается, значит, серьезных преступлений, таких как убийство там, или еще что-нибудь такого рода, то есть отказывается платить компенсацию. Вот. В принципе, обычное право предусматривает в этой ситуации, что как бы мера вот объявления вне закона является крайней. То есть, если она предпринята, то такой человек как бы становится изгоем в том смысле, что как бы санкции могут упасть и на тех, кто будет, допустим, оказывать ему помощь. Вот. И ему дадут спокойно покинуть как бы общество, да, то есть там уплыть куда-то там в случае там Исландии, вот, куда-нибудь в сторону нынешних там США, вот. Но люди, которые будут иметь с ним дело, они тоже как бы к ним последуют санкции, да, то есть их будут уже воспринимать как людей, которые там помогают преступнику. Вот. Эта система, опять-таки, прекрасно работала до вот того момента, когда прогнила именно система Годи, о которых я сказал. Вот. И вот тут уже Годи начали выносить как бы решения, с которыми не могли согласиться уже нормальные люди и их какое-то окружение. Да? И это, собственно говоря, уже породило более серьезные конфликты. Вот эти конфликты, которые в сагах описаны, они как раз вот об этом. Вот. То есть, что если суд у вас уже, так сказать, имеет какой-то интерес, да, в этом деле, вот, помимо чисто коммерческого, да, а какой-то политический другой интерес, то такие решения могут и вызывать, собственно говоря, вот эти вот самые кровопролития, междоусобицы, которые могут тянуться очень долго. Вот. Потому что сторона, которая проиграла, значит, тяжбу, но считает себя все равно невиновной, да, она как бы решению, значит, суда в этом смысле будет сопротивляться. Вот. И она найдет себе последователей, потому что много других людей тоже видят несправедливость в решении суда. Вот. Что касается Ирландии, то там не было никаких особых таких, значит, конфликтов. То есть, как, значит, там извительно писал Черчилль, что нет там, Ирландия там никогда не знала крупных войн, а все, значит, эти войны, так называемые, которые тоже в ирландских сагах там героически, значит, описываются, это типа стычки, значит, по поводу там украденной коровы. Вот. Ну и примерно так оно и было, да, потому что, собственно говоря, вот эти туаты, это были достаточно небольшие образования. Вот. То, что англичане называли королевство, это были как бы просто такие более сложные образования из нескольких туатов, потому что они как бы там заключали между собой союзы там, и так далее, и прочее, прочее, прочее. Вот. Англичане пришпилили, значит, к людям, которые как бы осуществляли политическую деятельность от имени туата, титул король. Вот. И, значит, потом рассказывали, что вот в Ирландии были короли там, и так далее. Сами ирландцы, значит, уже после Средневековья, они тоже в это поверили и
как я уже тут рассказывал, у них был там целый квест по поиску, значит, державности. Вот. Витоків, значить, той самий, от, в середніх віках, значить, той самий, держави, власне, ірландські. От. Але не знайшли. Не знайшли. От. Бої не було. И это очень сильно как бы охладило пыл. Потому что, ну, собственно говоря, всегда национализм, да, такого рода, он возникает как ответ на обиду, да, и собственно говоря, самый простой ответ, он состоит в том, мы не хуже, чем вы. Потому что англичане всегда рассказывали, что это, да, какие-то племена там вот это бегают, там чего-то, вот, да что там, мы там типа цивилизацию туда принесли. Вот. И первое, что, ну, хочет сделать такой человек, он хочет сказать, а мы были тоже такие крутые, вот вы сами там писали, что были там ирландские короли, что был, значит, король всей Ирландии. Вот это вот квест, он, собственно говоря, состоял в поиске этого короля Ирландии. Вот, был ли такой король Ирландии, то есть всей Ирландии как нации, да, потому что всегда она была, ну, как бы раздроблена, как это говорят на самом деле, это она была просто децентрализована, никакой раздробленности не было. Но была политическая, можно сказать, раздробленность, но была культурная и правовая, что важно, там, единство, да, потому что право было одинаковым на всей территории страны. Ну вот. Так вот, искали этого короля, не нашли, вот, плюнули, как бы, и, ну, все равно, как бы, этот национализм пришился, но он уже на другой основе, как бы, был, да, то есть они перестали доказывать, что они ничем не хуже, чем англичане в этом смысле, потому что, ну, теперь-то мы знаем, что они были лучше, чем англичане, вот, потому что их общество было более передовым и прогрессивным, чем феодальное общество, с которым туда пришли, значит, англо-норманы, да, это были уже не англосаксы, а англо-норманы, это были, Иоанн Безземельный был вот тот самый, значит, принц Джон, из саги, значит, ну не из саги, а из истории о Робин Гуде. Вот он был, собственно говоря, первым, по-моему, кто вторгся туда с войском. Значит, вот. И с этого и началось вот это долгое, на много веков завоевание. Ну, как завоевание? Это было трудно назвать завоеванием, потому что это были отдельные стычки там и так далее. Это лучше назвать скорее колонизацией, причем при участии как бы и местных элит, которые тоже поняли, часть из них поняла, что феодализм штука выгодная для них, да, то есть более прибыльная, чем тот режим, в котором они существовали до того, и которые тоже переметнулись потом на сторону, так сказать, англичан. Так вот, если брать ирландское право, то оно тоже построено тут, в этом смысле так же, как и как бы исландское, да, там тоже есть институт как бы аутло вот этого самого, вот, и всего прочего, но вот эти войны, да, там междоусобицы и так далее, они не имели такого значения, как, то есть, ну, как ему приписывают. То есть мы точно так же можем, допустим, посмотреть на это тиское, к примеру, право и тоже воздеть руки к небу и сказать, ребята, посмотрите, у вас в каждой стране, какую ни возьми, большинство решений по гражданским делам не исполняется вообще. А по уголовным делам у вас как бы преступники не наказанные остаются там 70-90% случаев. Вот ваше право. Это, значит, вот было замечательное исследование, которое делал Heritage, по-моему, вот, по Канаде. И они там, значит, красиво вот это все дело, значит, расписали. В случае Канады это где-то 76, по-моему, было процентов, когда преступники по уголовным преступлениям не наказаны. Да, то есть, ну, как бы, а считается, что государство нужно для того, чтобы, значит, наказывать преступников в случае там вот этого специального, отдельно придуманного государством вот, уголовного права. Вот. Так что, да, эксцессы есть в любом праве, вот, безусловно, нонсенсы есть тоже, неисполнение решений тоже есть всегда и будет. То есть нельзя придумать систему такую, где все будет работать, так сказать, идеально. Вот. Но это не есть, ну, во-первых, они преувеличены раз, во-вторых, та система, которая якобы пришла на смену, работает еще хуже два. Вот. Ну и в-третьих, тот факт, надо понимать еще раз, что если об этом пишут саги, да, то это скорее, ну как бы, они же пишут не о том, как они жили, они пишут о вещах, которые их удивляли, как любые новости, как и все остальное, да.
То есть там собака, значит, укусила человека, это не новость. Когда там человек укусил собаку, это новость. Почему? Потому что это случается не каждый день. Вот. И об этом будут писать газеты, потом историки будут это читать. То есть по такого рода документам судить о состоянии общества в целом, да, трудно, потому что всегда такого рода штуки, они описывают вещи, выходящие за рамки повседневной реальности. То есть описывать скучную, убогую, значит, реальность пришло в голову только людям очень-очень-очень недавно. Да, то есть всегда возьмите любое приключение, любую историю, она всегда о чем-то необычном, о том, что выходит за рамки этой реальности. Вот. Поэтому судить по новостям из газет или по сагам о том, как оно было в целом, да, очень трудно. То есть можно, да, они могут использоваться как источники для того, чтобы мы могли делать какие-то определенные выводы, да, там, вот, к примеру, взять и попробовать посчитать, значит, там, уровень преступности, вот, определенный, по тяжелым преступлениям, потому что обычно все это outlaw, оно касалось, значит, отказа следовать решениям суда в случае там убийства, например. Вот. А если там какая-то мелкая кража, то, конечно, там уже, как правило, эти вопросы решались. Вот, поэтому здесь нет какой-то такой проблемы, которая делает эту систему неработоспособной. Она вполне себе работоспособна, и что показывает хотя бы тот факт, еще раз говорю, что она существовала или существует до сих пор у практически всех народов, куда не влезло государство. Вот, либо она существовала в прошлом у них, либо она существует там до сих пор там, у народов, которые там это государство стараются игнорировать. Вот. Все эти нормы этого права, они на удивление, еще раз говорю, похожи, как будто списаны с одного источника. Я напоминаю, что нас можно смотреть не только на YouTube, а еще и в Twitch и на Facebook. Кому где удобнее смотрите. И там же можно задавать вопросы, можно и там писать тоже комментарии. Кстати, говорят, что в Twitch качество трансляции даже лучше, чем на YouTube. Так что, кому где нравится или нет доступа к YouTube, можете смотреть теперь еще и на Twitch. Я не знаю, имеет ли смысл расширять количество платформ, но мне кажется, пока хватит. Так, продолжаем с вопросами. И снова вчерашний вопрос. Меня в последнее время пытаются переубедить, что Анка-Прай нереален. Из-за судов будет постепенная анархия. Вернее, без центральных судов и единых каких-то правил. Разные общества по-разному рассматривают право, и в таком ключе Анкап должен наступить во всем мире одновременно. Разные общества не рассматривают по-разному право, все, как я уже сказал, рассматривают его совершенно одинаково. Вот. Есть нюансы, безусловно, да, там связанные с традициями, с прочими, с процедурами, там, допустим, традиция континентального права. Одна традиция англосаксонского права, другая. Вот. Но тоже англосаксонское право содержит в себе там элементы канонического права и римского права, там, и многое другое, да, и, конечно же, так сказать, право тех, скажем так, кланов, племен, которые там жили, да, то есть кельтов, англосаксов и тому подобное. Вот. Поэтому тут этой проблемы нет. Да, просто представление о праве, к сожалению, и это очень трудно изменить, я так понимаю, сразу, да, они как о некой такой абсолютно гомогенной структуре, которая к тому же еще централизована. Вот. Либо, и вопрос, собственно говоря, состоит в том, там, для такого подхода, в том, кто принимает эти нормы, да, то есть либо это какой-то автократ, который там и сам, значит, придумывает, так сказать, нормы поведения для своих людей, вот, либо это, значит, там какой-то избранный народом орган, да, как парламент принимает законы. Вот. Но я просто тут еще попутно сделаю замечание, что парламент начал принимать законы в нашем понимании слова тоже буквально там лет 150-200 назад.
До этого парламент был органом представительства налогоплательщиков, основная функция которых состояла в том, чтобы не дать, значит, королю, ну, то есть они должны были выразить согласие как бы на те налоги, которые предлагал король, да, и как чаще всего это было, ну, если мы берем случай Англии, то это было, но все эти налоги имели временный характер, как и законы, которые им как бы сопутствовали, да, то есть у них был срок действия вот, до следующего собрания парламента. Поэтому парламент стремился, если их все устраивало, не собираться, вот, а если не устраивало, то парламент хотел собираться как можно чаще. Вот. И с этим связано тоже много казусов, как бы, особенно в английской истории. Вот. На самом деле право, конечно же, не создается никакими органами. Право – это спонтанный порядок, такой же, как язык. То есть пример языка в этом смысле очень хорош, да, потому что это, ну, в принципе, некоторые ученые, такие как Фуллер, вот, они так и говорили, что право – это язык человеческих взаимоотношений. Вот, просто немножко надо брать его шире, чтобы, ну, лучше понять этот момент и включать в него вообще, не говорить не о праве, а о нормах. О нормах, и тогда это будет более широкое понятие, в них войдет и мораль, и этика, как бы, и собственно, право как таковое. Да? То есть это те нормы, которые эволюционно закрепляются в сообществе и воспроизводятся им, как правило, через институт семьи. Вот. То есть не бывает... еще очень важный момент, что право воспринимается как такая ситуация, когда есть некое дикое стадо, вот гоббсовское, которое вообще не бум-бум ни в чем, вот непонятно, как они стали людьми, да, он даже дубину по-хорошему, в общем-то, держать не должен, вот человек Гоббса, да, вот, потому что он не знает никаких правил, то есть у него правил нет, вот, непонятно, откуда он взялся, а ему откуда-то, значит, вдруг сверху кто-то, ну, наверное, только божественное откровение, спускает сверху, значит, какие-то законы, и у него в башке происходит, значит, какое-то просветление, и он тут же говорит: о, блин, классно, теперь я буду следовать этим законам. Вот. То есть право как такое вот, какой-то такой колпак, который там на все общество, значит, одинаковым образом как бы надет. Да, и вот оно там что-то излучает, волшебные лучи, и вот это вот жалкие эти человечки, которые там маленькие внизу бегают, они, значит, вдруг у них, значит, в мозгах все меняется, и они там начинают себя хорошо вести. А до этого они вели себя плохо. Вот. Но этого ничего нет. Этого ничего нет и не было никогда. Вот. А на самом деле праву мы, каждый из нас учится в семье. Вот. Семья есть главный инструмент по передаче из поколения в поколение основных правовых норм. Да, и там же, на этом уровне, и происходит основная как бы вот эволюция, да, вот этих вот норм, отбор их потом. То есть что передавать, что не передавать детям. Вот. И учатся, поэтому и детство у нас такое. Да, то есть оно длинное, биологически, и поэтому у нас и общество существует, потому что за время этого детства как бы человек приспосабливается к социальной жизни. Вот. И, собственно говоря, основное, чем он занят в это время, да, хотя он даже может об этом и не знать, вот, это изучение, значит, того, как ведут себя другие люди в разных ситуациях, как лучше приспособиться, как лучше реагировать и так далее. То есть фактически норм в широком смысле слова, куда входит сразу. Ну, понятно, мы делим, потому что мы анализируем, да, то есть нам надо порезать на кусочки цельную на самом деле систему, которая руководит там поведением человека. Вот. И мы говорим: ага, это мораль, это этика, а это право. Но это мы сказали, потому что нам так удобно. Да, и право у нас, потому что есть отдельные персонажи, которые мы называем судьи. Там, ну, вот, а в нашем случае еще есть более ужасные персонажи, которые там называются законодатели, вот, и так далее. Вот они там в мантиях, в шапочках, значит, вот, у них есть специальные здания, где они сидят. Поэтому мы право выделяем как бы в отдельный важный такой институт и рассуждаем на право. А на самом деле надо говорить о нормах, которые, собственно говоря, и влияют на то, как люди себя ведут по отношению к другим людям. Вот. Эти нормы идут у нас через семью. Вот. У нас никогда не бывает ситуации, когда появляется вот это гоббсовское стадо.
Потому что людей мы все приходим как бы маленькими, беззащитными, и нас всегда вот этих маленьких беззащитных меньше, чем людей, которые уже существуют. И вот эти люди, которые уже существуют, они учат это свое новое поколение, которое постепенно вливается в это общество, вот, учат их правилам того, как надо себя вести. Вот с другими для того, чтобы да, и дальше уже вопрос, чтобы что, чтобы это, чтобы то, да, в зависимости от целей, которые вы себе ставите. И у этого всего есть общее вот абсолютное основание, да, которое вот и является тем, о чем я говорил здесь вначале, что у всех народов оно одинаково. Да, то есть не убей, не укради. И все, что связано с этим. Все, что связано с этим. Вот. Оно всегда одинаковое, потому что без него общество никакое существовать не может вообще. А дальше идут уже просто культурные какие-то отличия, более или менее как бы существенные. Вот. Поэтому думать о том, что там анкап невозможен, трали-вали, мы живем в анкапе всегда и будем в нем жить. То есть с ним, как бы, если он исчезнет, то исчезнет все. То есть люди исчезнут вместе с ним. Вот, потому что человек, как вот это социальное существо, это порождение вот этого самого анкапа. То есть более или менее просто как бы подвергнутого каким-то... Опять-таки, анкап – это идеальная структура, выделенная нами аналитически из живой как бы человеческой жизни. Вот. И мы тоже говорим, вот это анкап, вот тут такой набор принципов у него, вот это вот анкап. Да? Вот. И потом вот это предмет как бы всяких там хаханек по поводу того, что вот какие-то там дикие, значит, индейцы у них анкап, и тут у них анкап, да, это так. Вот, и те, и другие анкап просто как бы разная уже культурная как бы там результаты разной там культурной эволюции, скажем так. Потому что общество развивается, оно становится более сложным и так далее, но основа у него одна. Вот эту основу можно назвать анкапом. Вот, поэтому если мы уберем просто вот этого паразита как бы социального, который есть главное государство, вот, то будет как бы более-менее чистый вариант, вот, который, по нашему мнению, как бы будет более процветающим, более богатым и так далее, и так далее. Но опять-таки подчеркиваю, что как бы государство не является единственным врагом, да, то есть просто это самый главный враг, самый большой, самый заметный. И в разных обществах с разной культурой, естественно, могут быть и другие. То есть где-то вполне будет как бы достаточно, условно говоря, там, ликвидации государства, а где-то нужно будет там работать дальше гораздо более трудная работа. Вот, как, допустим, в том же Сомали многократно тоже вспоминаемым, вот, над обычным правом, да, который тоже там содержит в себе паразитарные элементы. Но это уже как бы, это уже как бы следующий этап, да, то есть для сомалийцев это важно сейчас, а для нас это важно потом, потому что у нас есть как бы проблема серьезная, которая над всем миром повисла, которая называется государство, то есть паразитическая система, вот, которая живет за наш счет и сдаваться не собирается пока что. Вот. И наоборот, она все больше и больше борзеет, садится на голову, как бы, и грозит уничтожить все живое в итоге, вот, потому что у нее нет никаких механизмов, которые бы ее могли остановить вот, в том виде, в котором она есть. Кстати, по поводу морали еще есть вопрос. Объективисты особенно говорят о том, что мораль первичной экономики, и что для анкапов мораль не важна, что для анкапов первичнее всегда экономика, а мораль потом сама построится. Как таким отвечать? Отвечают, что это какие-то придуманные ими анкапы, я не знаю. Вот. Просто анкапы это же как бы не есть некая такая программа, которая загружается в мозг, и вот тебе ее там загрузили, и ты анкап, и все анкапы одинаковые. Вот. Люди становятся анкапом, имея разный багаж знаний и разные представления об этом, да, об этом. Вот, к примеру, есть нехорошая, с моей точки зрения, традиция у мизисианцев-радбардианцев по отрицанию Хайека. Вот. Не по отрицанию, а по преуменьшению. Я понимаю, с чем она связана, то есть это все, значит, от обиды, что Хайеку дали Нобелевскую премию, вот и так далее. Хотя Хайек был
честный человек, он, например, никогда не был никаким там советником там, или при каких-то президентах, хотя ему там предлагали и так далее. Вот. Ну вот с этим как бы, и он всегда был более компромиссный такой, да, это может быть и так, но тем не менее Хайек создал вот эту свою ветвь, значит, которая исследовала явление там социальной эволюции, да, то есть он вслед за деятелями там 18-19 века, да, такими как Дэвид Юм, вот, и Спенсер, он как бы говорил о том, что порядки вот эти спонтанные существуют, что они эволюционируют, да, что право это есть спонтанный порядок, который эволюционирует и так далее. Так если вы об этом знаете, да, а на самом деле вот эти критики, они никогда всерьез не критикуют эти идеи, потому что им нечего там возразить. Вот. Они просто делают вид, что их нет. И вот если вы как бы будете идти по линии, условно говоря, строго Ротбарда, там, Хоппа, да, игнорируя Хайека, то да, вы тогда там возражение, значит, сторонников Айн Рэнд, оно будет справедливо. Вот. Но если вы как бы берете во внимание и Хайека тоже, и понимаете, что это просто разными словами об одном и том же, если мы говорим о Ротбарде, ну, условно говоря, о ротбардианской традиции и традиции Хайека, вот, то тогда нет. Потому что Хайек как раз и писал о морали как о продукте эволюции. Вот. И как вещи, которые люди не понимают и понять, в принципе, не могут, потому что нормы морали не есть доводы нашего разума. Вот. Это есть как бы формулы, которые отточены к эволюции. Вот это все как бы хихоньки, опять-таки, там в районе 19 века, когда начались разные модные вот эти левые движения, которые сводились к тому, ну, в том числе сводились к тому, что а вот объясните нам логически необходимость вот таких-то моральных нормах, вот рационально, да, вот то, что Хайек очень часто критикует, вот тоже называя это рационализмом, хотя это не тот рационализм, вот, сторонниками которого вот, являются либертарианцы. Вот. Так вот, скажите нам, как, значит, откуда, вот почему такая смешная какая-то моральная, там, этическая норма взялась. Мы не можем объяснить, какую цель она преследует и почему мы должны исследовать, если мы логически не понимаем, как она работает. Естественно, вы не понимаете, потому что вы дебилы. Вот, а дебилы вы потому, что вы не знаете, что существуют как бы спонтанные порядки. То есть это и есть просто формула, вот, которая ее, ну, скажем так, работу в социуме вот так просто путем простых причинно-следственных связей, непосредственно следующих из выполнения или невыполнения этой нормы, вы не познаете. Вы не познаете. Вот. Поэтому тут надо, опять-таки, но тут дальше другой вопрос возникает, а все ли нормы тогда являются таковыми, и значит ли это, что мы должны на каждую тупую, как бы, на каждый тупой там забабон молиться только потому, что он прошел как бы эволюционный отбор? Нет, понятно, что нет. А это трудная работа, да, это трудная работа, то есть понять значение той или иной нормы, вот, но всегда, но она как бы нужна, вот, а без нее как бы, ну, вы попадете вот в эти вот нигилистские крайности, бессмысленные абсолютно, то есть отрицание всех и всяческих норм и принятие только тех, которые я сам могу понять или еще хуже, сам для себя установил. Вот я такой гений, значит, я себе сам, как Ницше, значит, на горных вершинах сижу и сочиняю, значит, эти самые моральные кодексы строителя там чего-то, непонятно чего. Вот. То есть это сложная штука, поэтому простого, конечно, ответа здесь как бы нет, да, то есть какие нормы хорошие, какие плохие, надо понимать, что они существуют не случайно. И иногда самые дебильные, как бы, на первый взгляд, нормы при ближайшем рассмотрении, при внимательном, вы поймете, как они, что у них есть свое значение. Да? Вот классический пример, который я всегда привожу, это из книжки Лисона с красноречивым названием «What the fuck?».
вот, где он описывает такого рода варианты. Там, к сожалению, полкниги – это теория игр. Ну, те, кто любит математику, они там могут поиграться в эту теорию игр. Вот. Но, тем не менее, вот этот пример с испытанием, значит, железом, ну, вот, в каноническом праве, когда преступник, значит, если он возьмется за горячее железо и там будет ожог, то он, ну, преступник, он соврал, например, да, то есть, ну, сначала человека спрашивают, там, сделал такое преступление или нет, да, ну, вот, а потом, значит, дают ему, если он, ну, как бы согласен, что, да, я сделал то-то, то-то, то его отпускают, никакого испытания железа нет. Вот. А если не согласен, оспаривает, то, значит, тогда, ну, и нет никакого другого способа доказать, что он это преступление совершил, тогда идет испытание железом, то есть, там, типа раскаленное железо ему дают подержать в руку, и если будет ожог, то значит он преступник. И тут приходит рационалист и громко смеется и говорит: ха-ха-ха, смотрите, какая дебильная хрень. Значит, понятно, что любой человек, взявший за раскаленное железо, получит ожог. Вот. А на самом деле нет. На самом деле эта штука работала не так. То есть Лисон, он просто где-то там нашел статистику по вот этим испытаниям железом, там, церковную, да, потому что это, ну, я не знаю, использовали ли светское право это дело, но это использовалось обычно в каноническом праве. Вот. И он был очень, ну, как бы удивлен тем, что оказалось, что после испытания железом очень большая часть испытуемых была признана невиновными. То есть они ожогов не получили. Ну, вот, они ожогов не получили. А почему? Ларчик открывается просто потому, что железо не было раскаленным. То есть это чисто психологический, как бы, трюк, да, то есть не имея возможности там сыска, расследования, там, допроса свидетелей, вот все вот это вот, там, аппарата полиции, там, и так далее, да, то есть этого ничего нет. То есть в такой ситуации, как нам выяснить, виноват человек или нет, да? То есть его надо вот этой штукой напугать. То есть если он, при этом мы имеем дело с людьми верующими. Это очень важный элемент. Без него система работать не будет. И он пишет о том, что когда вера, как бы, ослабла, да, то испытание железом тоже, как бы, исчез как инструмент, потому что без веры в то, что, ну, как бы, это там Господь решает, вот, оно работать не будет. А в чем состоит здесь, как бы, вера? В том, что, вернее, ну, как бы, вот ее значение, что человек должен верить, что если он действительно возьмется за железо, то он может не обжечься, если он не виновен. Вот. Если человек виноватый, он еще на этапе до железа, потому что он не знает, что оно, ну, как бы, не настолько горячее, да, он себя признает, потому что он понимает, что если он возьмется, то, значит, ну, будет ожог там и так далее, все, и пошел. Да, то есть он признал себя виновным, а человек невиновный, будучи верующим, будучи уверенным, что Господь его защитит, смело берется за железо. И вот он на ладошке, никакого ожога нет. Все, я не виновен. Да? Турик, говорит нам, так сказать, товарищ рационалист. Ну, вот. А на самом деле нет. На самом деле хитрая эволюционная, как бы, практика, которая заменяет собой огромный аппарат там, сыска там, и всего прочего, позволяет праву в такой ситуации хоть как-то, значит, там, функционировать в сложных делах, вот, используя вот эти психологические штуки. Вот. Так что к чему я это все говорю? К тому, что это все очень, конечно, интересно и замечательно, но нет никакой проблемы с отсутствием общего права там, при АНКАПе. Оно есть. Это общее право, оно было, оно есть, ничего с ним никогда не станет. Вот. А дальше возможны варианты, может быть, один суд может по одному кодексу судить, другой по другому, в этом нет никакой проблемы на самом деле. Потому что если суд частный, то он опять-таки является элементом решения спора, а не репрессивным элементом, как мы привыкли. 90% с моей точки зрения сути вопроса о том, почему частные суды там, и так далее, вот это ж плохо, оно состоит в том, что суд мы считаем органом репрессивным, который должен наказывать, вот, и поэтому отсюда и идея, как бы,
что должно быть общее право от 3 до 5 с конфискацией, значит, для всех, во всех подобных случаях. Вот, потому что суд наказывает. Нет, нет, дорогие мои. То есть суд в свободном обществе, он и есть как бы репрессивный орган. Он орган, который там устанавливает факты, вот, разрешает споры и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот виновен, не виновен, все. А дальше это не его дело. Он вынес как бы решение, что этот человек виновен, там, допустим, он там не выполнил какой-то договор, там, который он вступил с другим человеком. Соответственно, он должен этому человеку там какую-то сумму денег. Все. После этого суд уходит. Его больше нет. Дальше начинаются как бы другие механизмы уже по изъятию этого долга, к примеру. Да? То есть, вот. И эти механизмы могут включать в себя и действия принудительные, вот, которые есть и в обычном праве тоже. То есть там есть, допустим, милиция, понятие милиции, тоже такое, которые приходят и начинают, как правило, вот интересно, что оно совпадает, допустим, в этом смысле, к примеру, в праве там племен Африки, да, и, допустим, в том же там ирландском праве есть этот элемент, он буквально похож. То есть приходит к тебе толпа народа, начинает жрать твою еду. Вот. Включая там разных родственников твоих, собственно. Вот. Тупо начинают тебя объедать до тех пор, пока ты не выполнишь, значит, там, это самое решение суда. Вот. Ну, то есть есть придумано уже и отобрана там эволюция масса механизмов, которые позволяют обществу как бы справляться с такими ситуациями. Вот, поэтому может не быть как бы общего права в том смысле, что вот обязательно расписано детально для всех и так далее, так далее, так далее, так далее. Такого рода право, да, значит, кодифицированное, вот, а это есть порождение сугубо государства, потому что у него есть, все государство строится от территории. Вот поэтому у него территория, и на этой территории все должно быть одинаково. Вот там все, значит, отношения между людьми регулируются одинаковым образом. Да? А как мы говорили на прошлом стриме, это как бы есть элемент экономики. То есть экономика – есть хозяин, а у него есть ферма налоговая. Вот, значит, там производят ему наложики, а он этим всем управляет. Естественно, для него тоже все правила для вот этих вот там копошащихся людишек, они должны быть одинаковые, потому что ему так проще. Но если у нас хозяина нет, вот, то эти правила в их как бы, различных вариантах, они будут разными, неизбежны. Да, как возьмите любую, чем страна более свободна, тем более в ней разнообразна правовая система. Вот, допустим, там англосаксы долгое время были самая свободная цивилизация, вот у них их право весьма разнообразно, скажем так. Да. Вот. Так сказать, возьмем там советское право какое-нибудь, вот там от 3 до 5 с конфискацией, как бы, и ничего ты не попишешь. Вот. То есть в случае как бы свободного общества надобности в таком единообразии полном, тотальном нет. Но еще раз говорю, что при всем разнообразии уже последующих вариантов, это как дерево, да, вот у него общий корень, вот оно сзади, да, вот ствол, да, общий опять-таки, вот, и от него веточки расходятся там уже дальше. Вот. Но поскольку оно существует для нас, да, то дальше уже все это расходится для нашего удобства, грубо говоря. Мы можем выбрать такое. В том же Сомали, к примеру, там они живут в основном по своему вот этому вот обычному праву, вот этот ксир ихний, а, к примеру, браки у них заключаются по исламскому праву. Вот, и все вот эти вот отношения, связанные с браком, вот, они идут по обычному исламскому праву. А все остальное идет по обычному сомалийскому праву. И ничего. Так, ну что ж, переходим к следующим вопросам. Тут уже более вопрос на злобу дня. Володимире, як ви вважаєте, план Трампа вмовити Путіна перестати стріляти без якихось наслідків для товариша Хла, без санкцій та інших обмежень для нього, зможе привести до миру, чи це все булшит? Ну, а сейчас ситуация, когда собрались мириться, грубо говоря, стороны, ни одна из которых в мире не заинтересована.
Вот. Кроме лично, видимо, товарища Трампа, но у которого сугубо расчеты всегда, как у любого политика, они связаны с мнением его избирателей. Как его позиция нынешняя по Украине, это позиция его, она есть порождением как бы избирателя, вот, на которого он ориентируется. Потому что предыдущий Трамп ориентировался на другого избирателя, на другое мнение, у него было совершенно другое мнение по Украине. Вот, а нынешний, как бы, вот, за это время, ну, я уже говорил, что тут украинская администрация поработала хорошо, то есть она в максимальной степени, значит, настроила товарища Трампа против себя. Вот. Если избирателю будет нужно завершение войны в Украине, то Трамп будет предлагать какие-то усилия для этого. Если он будет считать, что это не нужно, то он себе спокойненько оставит это дело в покое. Вот. Ограничений на продажу оружия нет. Вот. Так что они их уже, ну, если раньше они ими там пугали, то теперь уже не пугают. А потом, с другой стороны, как бы Зеленскому мир тоже не нужен. Вот, потому что для него это выборы, а это как бы смерти подобно. И чем дальше, тем настроения как бы будут против него. Вот, потому что, ну, всем надоела эта могилизация и весь этот беспредел, который они тут чинят. Ну и все видят еще, мало того, что они же еще, люди же не идиоты, они же видят, что как бы шляхта не воюет. Ну, собственно говоря, почему я должен тогда, если они не воюют, получается, я должен бежать их защищать, то есть они меня еще отлавливают, чтобы я пошел их, значит, защищать. То есть, ну, это, извините меня, это для дебилов. Вот. Патриотизмом это уже не перекроешь, да, то есть чем дальше, тем труднее это будет делать. Вот, поэтому вот мы видим, уже пошли репрессии, там уже совсем против там Арестовича, и Костя Бондаренко каким-то образом туда попал, я не знаю каким. Вот. Что он там такого учудил, что его там, значит, тоже там какие-то санкции на него наложили. Вот. Мне это недоступно, то есть я этим не занимаюсь уже много лет, но просто знаю этих персонажей, так сказать, всех по своей, ну, старой деятельности. Вот. Но тем не менее, то есть для меня это просто как сигнал, что дела у администрации нашего президента плохо идут. Плохо. То есть чем больше вот этой паники и истерики, тем означает, что дела идут плохо. А плохо они идут в каком направлении? В попытках продолжать войну столько, сколько им будет нужно. Потому что их общий интерес состоит в том, чтобы она продолжалась как можно дольше. Вот, потому что они там воюют, в смысле воруют, вот, воюют за них другие, да, они воруют. Вот. Ну и, конечно, власть. Конечно же, власть. То есть власть и безнаказанность. Это такие наркотики страшнее страшнее любых денег. Это стимулы, которые на самом деле, это стимул номер один. То есть мы много раз говорили тоже на стриме, что массовое сознание, к сожалению, недооценивает этот стимул. То есть оно считает, что они идут туда воровать. Гораздо хуже люди, которые не воруют. Гораздо хуже. Я бы предпочел, чтобы они все воровали, но ничего не делали. То есть это вот у меня была такая идея. Я говорю, давайте мы им будем платить, чтобы вот они только ничего не делали. Вот ничего, вот никаких законов своих идиотских не принимали, ничего не делали, вот, а мы им будем платить. И пускай они себе живут. Но нет же, видите. И вот много людей туда идут именно с патологиями такими психическими, вот, для того, чтобы их там реализовывать, потому что там для них поле целое, да, то есть это как, ну, это, ну, как среда такая специфическая, например, как в армии, например, среда всегда была для гомосексуализма, да, потому что там одни мужики. Вот, соответственно, люди, которые имели к этому делу склонность, их было в армии, наверное, в процентном отношении больше, вот, чем в других местах. Ну, флот, понятное дело, есть куча песен английских по этому поводу. Вот. Ну и прочее, да. То есть, а здесь тоже вот, там, или детский сад для педофилов. Вот. А здесь вот просто, ну, такое поле, что называется, пусти козла в огород, да. То есть вот поле, где вот такие люди с отклонением повластвовать, похозяйничать над другими людьми, они туда массово идут. И это стимул номер один, на самом деле. Даже для тех, кто не имеет таких склонностей как бы психических, вот, люди, которые туда попадают, чем дольше они там находятся, тем больше их этот наркотик как бы заражает. Вот, и повластвовать, покомандовать, проявить свою как бы значимость,
реализацию, вот, особенно когда там тебе все по имени и отчеству там кланяются, там смеются твоим дурацким шуткам, вот, и все такое прочее каждый день. Да, это, конечно же, привлекает. И отказаться от этого очень тяжело. Отказаться от этого очень тяжело. Вот, поэтому они все лезут там на второй срок, вот, там, и так далее. И их там все уговаривают. Очень мало прецедентов в истории, когда люди там добровольно уходили. Там это, ну, вот я знаю, например, такого Сулу в Древнем Риме, вот, который навел порядки, но тоже довольно жестоко, а потом отказался от власти, да. Вот. А в нашей недавней истории это был товарищ Ельцин. Вот, тоже друг, который сказал: я устал, я ухожу. Вот. Но тоже это мужественный героический поступок, надо сказать, потому что совсем уж не характерен для современного политика, тем более для российского политика, уж которые там, как нам, значит, Владимир Владимирович показывает, зубами, там, ногтями и всеми частями тела будут держаться за эту власть, вот, как только могут. Вот, так, перейдя уже туда, да, то есть к Владимиру Владимировичу, то есть мы видим там тоже такого же персонажа, для которого тоже война как бы необходима абсолютно. То есть она и любая война есть продолжение внутренней политики. А вот это ошибочное, значит, утверждение, что война есть продолжение политики, вернее, оно не полное. Вот. Но другими средствами, да, оно упускает вопрос, какой политики. Вот. Международной политики нет, есть только внутренняя политика. Международная политика есть продолжение внутренней, вот, и, соответственно, война есть порождение внутренних каких-то проблем. Способ их замести под коврик, значит, ну, а для Путина, понятное дело, это была авантюра, в которую он лез, получил по голове, но вместо того, чтобы этот успех развить, значит, и там, в итоге там, развалить эту Россию, вот, и снести этого Путина, украинская власть вместе с товарищем Байденом сделала все, чтобы этого не случилось. Вот, потому что, ну, нельзя же. Эскалация, нестабильность, ядерное оружие, вот, и все вот это вот, что мы слышали в 91 году, когда разваливался Советский Союз. То есть они тоже тут ездили, кто помнит, да, этот самый Буш и Тэтчер по Советскому Союзу, тогда еще существующему, уговаривая местные элиты как бы согласиться на сохранение и дальше, значит, этого Советского Союза. Потому что Россия — это просто уменьшенный немного Советский Союз, который, естественно, стремится вернуться в рамки прежнего Советского Союза, потому что она считает, что это придаст ей устойчивости и так далее. Ну, а я не знаю, там, что считает в этом смысле, думает ли в таких категориях Путин. Я знаю точно, что он думает в категориях личной власти, и это меня никогда не подводит, когда я думаю о том, что он думает. Все остальное — это, как правило, чисто риторический налет, да, все эти там рассуждения там о печенегах, князьях, значит, и прочее. А вот личная власть, да, то есть ему влили в уши, он сам там с удовольствием поверил, что если он устроит здесь полицейскую акцию, значит, ну, которая называется СВО, да, даже не войну, это чисто как бы полицейская мера, то есть такой блицкриг. Вот. А хохлы разбегутся, тут все там хлебом солью выйдут вас встречать. Вот, медведчуки и прочие там заливали ему это дело в уши. Ну, он как бы радостно в это поверил, но не вышло. Да. Но зато все равно благодаря, так сказать, дедушке Байдену и нашим, значит, тут этим самым Карманычам, он вышел из ситуации молодцом. Вот, поэтому уступать ему тоже как бы смысла никакого нет. Он дальше будет себе это продолжать до тех пор, пока оно продолжается. Да? Вот когда оно там что-то, когда почувствует, что там что-то треснуло внутри, вот, тогда он где-то притормозит и начнет мириться. Вот. У наших в этом смысле как бы, положение хуже, потому что у них трещит уже давно, а вместо того, чтобы ну, как бы что-то предпринимать, какие-то меры, там, хотя бы продемонстрировать внешнюю лояльность там, товарищу Трампу, там, изгнать, допустим, разных Соросов отсюда, там, с позором, значит, которые тут вредили 30 лет, вот, и прочее. То есть это какие-то такие вот ритуальные действия хотя бы там совершить, да, для того, чтобы сказать, мы же тоже теперь такие, как вы, да, мы же вот, боремся там с глобалистами. Вот, товарищ Путин тоже глобалист, это, в общем-то, легко доказать. Вот.
они продолжают дуть в том же духе, значит, и кози-бози устраивают, значит, Трампу, вот, вместо того, чтобы пытаться с ним договориться. Потому что, ну, хотя бы Трамп еще 4 года будет, то есть, ну, непонятно, протянет ли здесь эта вся, значит, гоп-компания 4 года или нет, я не думаю. Вот. Хотя все может быть, конечно, все может быть. Вот. Поэтому в этом смысле у наших, конечно, ситуация более как бы такая плохая, но у них есть одно замечательное качество, они вот этих вот опасностей, они их не чуют, да, у них нет этого места, которое у них там подгорать должно, да, вот, они будут до последнего, значит, вот делать вот то, что они делают. Это необучаемое все, оно как бы не способно как бы понимать реальность, вот. Поэтому тут будет тоже как продолжаться до тех пор, пока что-то там не луснет. Но в отличие от Путина, который почувствует и сдаст назад, ну вот, здесь вряд ли кто-то что-то почувствует, потому что я же говорю, что чувствовать нечем. Судя по тому, что я видел, да, тут судя по тому, что было все эти годы, судя по тому, как бездарно они провалили свой шанс как бы на победу, вот, ну, скорее всего, они будут и дальше так делать. Да. Ну, просто это ж сборище аферистов. Ну, там, как и с Лешей Арестовичем, который тоже аферист. А аферисты, когда заносит, там потом уже не остановить. Это психология афериста. Он до определенного момента мутит, а потом начинает его заносить. Если уже занесло, то все. Ну ладно, это дело такое. Но возвращаемся, кстати, к правовой политике и судам. У нас вот сегодня такой эфир как-то больше про суди і про право. А ви, Суса, якщо з правової оптики дивитись на історію, засудили по природному праву чи закону? Бо з того, що я знаю, з реального, що можна пред'явити, він тільки влаштував дебош в храмі, розігнавши мінял. Там, скорее всего, речь шла, ну, о претензиях на, что он типа король, в смысле царь иудейский. Вот. И инициатива-то шла от местных, как мы помним. Вот. И, собственно говоря, прокуратор должен был только это дело легитимизировать. То есть руками римской стражи он должен был быть казнен. Вот так. А казнили его местные и как бы за претензию на вот этого самого царя иудейского. Вот и все. То есть это, ну, это уже как бы такое, ну, обычное право, но в его уже таком полуэтатистском изводе, потому что оно ж в таких обществах оно же так сразу не меняется, да, то есть, да, бывает ситуация, когда вот было ну, не этатистское, и тут пришло государство и всех, значит, покорило там, подчинило, завоевало и стало этатистское. Вот. А часто бывает, как в том же Риме, эволюция это постепенно происходит, то есть республика превращается в империю, превращается, и все это занимает довольно длительное время. Вот, даже с момента, ну, считается, что империя, там, да, Юлий Цезарь, первый император, но на секундочку все равно режим продолжал функционировать в республике еще очень-очень долго после Цезаря. Ну, вот. Хотя уже формально существовал, значит, император, но, естественно, римский гражданин того времени, если ему сказали, что республика закончилась, он бы никогда не поверил и привел бы кучу аргументов в пользу того, что она продолжает существовать. Ну, вот это потому что деление очень такое условное. Так вот, ну, только там при Диоклетиане, скажем так, да, Римская империя стала вот государством более-менее в том виде, как мы его привыкли понимать. До этого это была такая переходная форма, да, то есть то же самое можно сказать и про все эти дела, связанные с Израилем, вот, и про другие народы, где было намешано одного и другого, потому что были войны, да, то есть а войны всегда вводят какие-то элементы этатизма, опять-таки были какие-то цари, но с разными полномочиями, то есть когда мы говорим царь иудейский, мы что имеем в виду? Мы не знаем. То есть какие, ну, что это значило, да, то есть с одной стороны, почему они так переживали, то есть значило ли это так много. Вот. А с другой стороны, как бы, а где прецеденты? То есть на что мы можем посмотреть? На царя Давида, там, легендарного, или на что? То есть откуда мы можем узнать, что такое царь иудейский? Вот.
Насколько я помню, что там речь шла просто о том, что если такой царь вдруг найдется, то вот эта вся комарилья, которая там правила, она типа становится нелегитимной. Ну, вот, собственно говоря, история, наверное, об этом. Вот. И эта комарилья очень сильно тогда, значит, там обеспокоилась этим вопросом и таким образом решила избавиться от Иисуса. Ну, давайте последний вопрос еще раз. Из серии Фридман Стайл. У нас есть зритель, который нам постоянно задает вопросы, выстраиваясь, придумывая новые варианты. Вопрос. Как в свободном обществе подать в суд на тех, кто выбрасывает СО2 в атмосферу? Они это делали до моего рождения, никакого контракта у меня с ними нет. Есть только доказательства роста СО2. Вот так. Ну и пусть все выбрасывают. Во-первых, это сначала это должно быть каким-то преступлением. То есть это должно быть доказано, что оно приносит вред. Это не доказано. Так что в случае там, СО2 не является загрязнителем. Вот, вреда от него никакого нет, кроме пользы. В том смысле, что все вокруг зеленое и красивое. Так что здесь мимо. Да, мы можем сказать, что давайте заменим СО2 на какое-то действительно вредное какое-то вещество, вот, которое приносит вам вред. В этом случае, поскольку нарушены ваши права собственности на ваше тело, да, вот, то есть вам приносят вред, выбросы, вы знаете вот адрес, и дальше мы идем по формуле Гамстеда. Кто здесь был первым? Да? То есть если здесь стоял завод, который в пустыне, одиноко, вот, который выбрасывал эту всю химию, значит, но вокруг него начали селиться, то завод им ничего не должен. Потому что когда они начали селиться, они знали, что завод выбрасывает вредную хрень. Вот. Точнее, ладно, это уже другой вопрос. Вот. Но если было наоборот, если вы жили, и завод пришел и построился, и начал тут дыбить, вот, тогда вам платит завод. Вопрос просто тут состоит в том, еще не кто кому платит, а скорее всего будет вопрос в том, кто платит за то, чтобы поставить очистку на это дело. Вот. То есть в одном случае будет платить завод, в другом случае будете платить вы, если вы хотите, чтобы он не выбрасывал. Да? То есть вот об этом будет спор на самом деле. Ну, вот уже завод скажет, а я не могу не выбрасывать там, и так далее, а вот у меня потребители, и они тоже кушать хотят, я делаю полезные, значит, вещи, и вот единственный способ разрешить это противоречие – это поставить там очистные сооружения. Вопрос просто в том, кто будет платить. То есть если по Гамстеду получается, что вы первый, а завод второй, вот, то тогда завод должен за свои деньги поставить эти вещи. Если нет, да, если вы не хотите, чтобы вас травили, тогда вы платите этому заводу, там, собираете в складчину и так далее, вот, за то, чтобы он поставил эти самые фильтры. Ну, то, скорее всего, спор будет по этому поводу. Вот. Если речь не идет о каких-то там совсем смертельных там веществах, тогда это прямая уже угроза. Вот, тогда будет речь идти вообще о закрытии такого рода производства, потому что может быть еще другая ситуация, а может быть ситуация такая, что изначально производитель и вы тоже вообще не знали, что эти выбросы вредные, чего было сплошь и рядом тоже в истории. Вот, там уже вспомню, там конфетки с радием, там зубная паста, значит, которая, там, по-моему, с радием они ее делали, да, вот. А потом оказалось, что радий, значит, является радиоактивным веществом, которое, ну, так сказать, не очень полезно для здоровья. Вот. То есть вот такого рода ситуация может быть, что вот оно выбрасывало себе мирно, все с этим жили, а потом, значит, мудрые ученые выяснили, что эта штука вредна и наносит непосредственный ущерб. Вот это более тяжелый случай, конечно, для права, но тоже можно с ним там разобраться, в конце концов, там к какому-то компромиссу прийти, потому что всегда такого рода решение – это какого-то рода компромисс. Да, где, возможно, там предприятие часть заплатит, там, возможно, часть заплатят люди, которые хотят, чтобы не дышать этим всем. Вот. То есть такое решение суд должен найти в ходе рассмотрения, опять-таки, конкретной истории. Конкретной, не абстрактной, потому что вся как раз
решение и будет состоять в том, какая конкретная история была. Ну и прицепившись к там глобальному изменению климата, люди как-то не обращают внимания на более страшные вещи. Например, любая обогатительная фабрика, работающая там, с цианидами, приносит вреда гораздо больше, чем там, 10 машин, там, 100 тысяч машин, которые ездят по дороге. Ну, дело такое. Вообще жизнь — это болезнь, передающаяся половым путем, заканчивающаяся смертью. Это же понятно. Так что- Не, ну, глобальное потепление просто это случай как бы глобального мошенничества. Вот, там человеческая доля в этом всем СО2, она ничтожна. Ну, собственно говоря, не доказано, что оно там к чему-то приводит, этот СО2. И главное, что не доказано, что это плохо. Вот что главное у них не доказано, это то, что это плохо. Вот. Есть такая интересная контора, называется «Коалиция за СО2», которая доказывает, наоборот, что это хорошо. Вот. И у них там довольно убедительные аргументы в этом смысле, в том числе и исторические, потому что раньше было теплее, там, во времена Римской империи. Вот эти самые легионеры в сандалиях тоже мне всегда было интересно, как они там в Англии там ходили, или в Германии в этих, значит, в этой своей обуви. Вот. А просто тепло было. И было тепло, и было влажно. Вот. Ну, более влажно, потому что, к примеру, мы же помним, что Северная Африка была житницей. Вот это самое готское царство, значит, в Северной Африке, оно же как бы было житницей Римской империи. Вот там сейчас там ничего не растет. А тогда росло и много росло всего. Потому что климат был более теплым, а это означает и более влажным там, и так далее. То есть это все вещи известны. Ну и Гренландия была действительно зеленым островом, это тоже. Гренландия была зеленым островом и многое-многое другое. Еще и всякие такие интересные факты о том, что растут, в общем-то, ночные температуры, и что они же берут среднюю температуру по больнице, а она же изменяется не так, что на экваторе вообще ничего не меняется, а температуры, самые большие изменения в самых холодных как раз происходят, этих самых областях. Опять-таки вопрос, что в этом плохого. Да, потому что холод убивает людей значительно в большей степени, чем тепло. Вот. Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Да, ну что ж, ладно, будем сегодня заканчивать. Всем спасибо большое, кто нас смотрел. Кстати, несмотря на мем, Ельцин никогда не говорил: я устал, я ухожу. Он этого не говорил. Он говорил просто: я ухожу, я ухожу. Ну, мы же живем мемами. Да, мы живем в мире мемов, поэтому мы не устаем и не уходим. Поэтому встретимся со всеми через неделю. Все будет хорошо. Те, кто еще не подписался на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И встретимся через неделю с Владимиром Золотаревым. Думаю, что нам мало что сможет помешать. Спасибо большое, Владимир, спасибо большое всем, кто нас смотрел. И напоминаю, что смотреть нас можно и на YouTube, и на Facebook, и на Twitch. Кстати, на Twitch у нас за 2 дня выросло в 3 раза уже количество подписчиков. У нас уже целых 16 человек, и 5 человек смотрело сегодняшний эфир. Так что, может быть, это и есть платформа будущего. Ну, посмотрим. Все, всем спасибо большое и до встречи. До свидания. До свидания.